Ох ты, глупая женщина, недопсихолог. Такие, как ты, не нужны этому государству. Дурочка просто. Да ты сама в состоянии жертвы. То подалась в риэлторы, недориэлторы. Ответь мне, как юрист. Или ты такой же юрист, как и психолог? Для чего вообще Шенкер дал такой женщине слово? Государство было обязано ей предоставить личного бибиситера. Анна такого не говорила. Должны быть организации, которые должны контролировать антинациональную площадку. Не тот патриот, не тот еврей, не тот человек, который нужен Израилю. Подавать на подобных людей в суд за оскорбление государства Израиль. Просто человек, который гадит государству Израиль. Настоящий еврей не будет слушать и ходить на подобные ресурсы. Стоп! Где доказательства? Меня объявили человеком, который распространяет антиизраильский контент. Мой канал предлагают рассматривать практически как антиизраильскую площадку. Героев моих видео называют глупыми, неудачниками, неблагодарными и вечными жертвами. А в какой-то момент выясняется, что и зритель, который смотрит подобные материалы, тоже какой-то неправильный. Не тот патриот, не тот еврей, не тот человек, который нужен Израилю. И поэтому у меня сегодня один простой вопрос. Где доказательства? Не эмоции, не оскорбления, не рассуждения о том, насколько неприятно смотреть мои выпуски, а доказательства. Покажите факт, который доказывает, что критика израильской государственной системы равна деятельности против Израиля. Покажите, где слова моих гостей автоматически стали моими словами. Покажите, где я призывал ненавидеть Израиль. Или где я утверждал, что все мои герои обязательно правы. Сегодня я не хочу делать обычную ответку блогерам. Мне не интересно полчаса выяснять, кто кого сильнее обозвал. Тем более, что на некоторые вещи вообще бессмысленно отвечать. Если взрослый человек публично называет незнакомую женщину дурочкой, глупой женщиной и недопсихологом, я думаю, зритель способен самостоятельно оценить уровень такого разговора. Меня интересует совсем другое. Как из неприятной истории создают неправильного человека, а потом из автора, который эту историю показал, создают врага Израиля. И эта технология довольно проста. Сначала человеку дают ярлык, потом его настоящую позицию заменяют более удобной, затем приписывают ему мотивы, плохой характер, психологические проблемы, неблагодарность, ненависть к стране. А когда зритель уже эмоционально подготовлен, возникает следующий вопрос. Зачем вообще этот человек говорит? И зачем Шенкер дает ему слово? И кому это выгодно? И так незаметно обсуждение конкретной проблемы превращается в проверку на национальную лояльность. В этом выпуске будет два очень разных примера. Один грубый и примитивный, а вот второй значительно интересней. Потому что он упакован в патриотизм, войну, национальные интересы, вражескую пропаганду и разговоры о настоящих евреях. Но результат у этих двух подходов практически одинаковый. Давайте же посмотрим, как это работает. Этот ролик блогера Алексея Шенкера. И у него было интервью с психологом Анной. Я бы сказала, недопсихолог, но это мое субъективное мнение. Разбор еще даже не начался. Не проверено ни одного утверждения Анны. Не показано ни одного документа. Не получен комментарий ни от нее, ни от организаций, о которых она говорила. Но профессиональный статус человека уже уничтожен. Недопсихолог. И для безопасности добавляется. Это мое субъективное мнение. Очень удобная конструкция. Сначала дать человеку унизительный ярлык, а затем объяснить, что это всего лишь мнение. Но ярлык здесь выполняет конкретную функцию. Зрителю заранее говорят, это несостоятельный человек. А значит, все, что она скажет дальше, уже можно воспринимать соответствующим образом. А дальше можно создавать карикатуру. Как она, бедная, страдала все 4 года, мучилась в Израиле, потому что государство ей не выделило персонального бебиситера, чтобы водить ее за ручку от учреждения к учреждению. Государство было обязано ей предоставить
личного бибиситера. Звучит прекрасно. Взрослая женщина приехала в Израиль и потребовала, чтобы государство предоставило ей персональную няню, которая будет водить ее за ручку. Есть только одна проблема с этим. Анна такого не говорила. А вот что Анна действительно сказала. Я пошла в службу занятости, принесла все свои дипломы, сертификаты, все разложила, говорю, я хочу работу. Я не хочу сидеть на шее у государства, я не хочу сидеть на пособии. Помогите мне найти работу по специальности. Ты думаешь, мне кто-то помог? Нет. Мне сказали, иди, у нас вот в типографии освободилось место уборщицы. Классная работа. Вот реальная позиция Анны. Можно ли считать ее ожидания от Израиля завышенными? Можно. Можно сказать, Анна, ты взрослая женщина, никто не обязан решать за тебя твои проблемы. Можно с ней спорить, но персонального бэбиситера она не требовала. Этого человека придумали, а потом очень эффектно над этим посмеялись. Вообще это очень классная подмена позиции, потому что с реальными словами Анны спорить сложнее, а с женщиной, которая требует личного бэбиситера, совсем легко. И обратите внимание, это слово «бэбиситер» повторяется несколько раз на протяжении всего ролика, потому что при повторении у зрителя складывается ощущение, что именно это и было в интервью. То есть женщина за 4 года сменила энное количество работ. То есть, я так понимаю, со своим характером она нигде не задержалась. Прекрасная фраза «я так понимаю». Автор не знает причин смены работы. Она не говорила с реальными работодателями Анны об этом. Не знает обстоятельств увольнения. Но отсутствие информации моментально заменяется объяснением. У нее плохой характер. Причем возможно ли, что у Анны действительно сложный характер? Возможно. И я вообще не собираюсь доказывать обратное. Но есть принципиальная разница. Возможно, одной из причин были сложности характера. И со своим характером она нигде не задержалась. Первое – предположение, а второе зритель уже воспринимает как объяснение. И вот так вот внешняя проблема превращается во внутренний дефект самого человека. У тебя не получилось? Значит, с тобой что-то не так. Анна, недопсихолог. Ох ты, глупая женщина. Да ты, извиняюсь мне, дурочка просто. И вот здесь проверка фактов окончательно заканчивается. Недопсихолог, дурочка, глупая женщина. Что из всего этого опровергает рассказ Анны? Ничего. Потому что это вообще не работа с фактами. У этих слов другая задача. Сделать человека настолько неприятным и жалким, чтобы зрителю вообще больше не захотелось его слушать. Потому что если вы уже поверили, что перед вами дурочка, зачем проверять ее документы? Зачем разбираться, что происходило в службе занятости? Зачем выяснять, действительно ли существуют проблемы с подтверждением профессии в Израиле для новых репатриантов? Она же дурочка. Все и так понятно. И еще есть здесь один забавный момент. Анна недопсихолог. Автору одного просмотра интервью оказалось достаточным, чтобы определить характер Анны, причины ее неудач и даже поставить ей психологический прогноз на всю ее оставшуюся жизнь. Люди приехали и живут в состоянии жертвы до сих пор. Да ты сама в состоянии жертвы. И эта жертва у тебя из-за твоих претензий, что тебе все должны. Ты всегда будешь жертвой. Это один из самых удобных способов закончить любой разговор о проблеме в системе. Если ты пожаловался на бюрократию, ты в позиции жертвы. Не смог подтвердить профессию – жертва. Не устраивает условия труда – жертва. Считаешь, что государственные системы могли бы работать и лучше? Тебе просто все должны. После этого проверять саму систему совсем не надо. Потому что любая проблема автоматически объясняется психологией человека, который о ней рассказывает. И главное – прогноз. Ты всегда будешь жертвой. Не я считаю твой выбор неправильный, или твое мнение неверное, а прогноз всей дальнейшей жизни незнакомого человека. На мой взгляд, это не психологический анализ. Это обесценивание под видом психологии. А что же ты вся из себя такая умная? С образованиями, 2, так и не смогла ничего сделать в Израиле. Скачаться с одной работы на другую. То работала официанткой, то где-то убирала, то подалась в риэлторы, недориэлторы.
Посмотрите на эту удивительную конструкцию. Чуть раньше Анну спрашивают, а что ты вообще дала этому государству? А затем выясняется, что она работала официанткой. Убирала, училась, пыталась войти в новую профессию после переезда. Но теперь уже сами эти работы являются поводом для насмешки. То есть, если бы она не работала, была бы иждивенкой, а работала официанткой – неудачница. Попыталась стать риэлтором – недориэлтор. Не получилось построить жизнь в Израиле – неблагодарная. При такой системе координат у героя просто не существует правильного ответа. Потому что задача не понять, не разобраться, что произошло. Задача показать, что всегда виноват сам герой. Я желаю тебе жить в Москве и ни в коем случае не возвращаться в Израиль. Такие, как ты, не нужны этому государству. И здесь происходит качественный переход. Нет, это уже не спор. Человеку не говорят «здесь ты ошибаешься». Ему говорят «тебе здесь не место». Такие, как ты, не нужны этому государству. Интересно, а кто именно определяет, какие граждане вообще нужны Израилю? И по какому критерию это происходит? Любишь Израиль? Нужен. Рассказываешь неприятную историю? Уже не нужен? То есть с этого момента спор о конкретных проблемах превращается в тест на лояльность? Как его... Алексей Шенкер, я его понимаю, ему нужен хайп, ему нужен просмотр роликов, а ее просмотр взлетел, потому что людям нравится слышать, как хают Израиль и как классно в России. И вот наконец-то появляюсь я. Обратите внимание на последовательность. Сначала зрителю доказали, что Анна плохой человек, недопсихолог, дурочка, глупая женщина, неудачница, вечная жертва, и такие Израилю не нужны. И потом для зрителя возникает логичный вопрос. Для чего вообще Шенкер дал такой женщине слово? Для зрителя ответ уже готов. По словам автора, это хайп, просмотры. Людям нравится, когда хают Израиль. Но откуда известен мой мотив, неизвестно. Меня лично никто не спрашивал. Никакой статистики моей аудитории, показывающей, что люди приходят хаять Израиль, не показывается. Просто после того, как героиню сделали плохой, нужно обязательно показать, как плохо ведущий. Получается простая формула. Плохой человек говорит плохо про Израиль. А Шенкер это показывает. Следовательно, Шенкер зарабатывает на ненависти к Израилю. Но интервью это не декларация согласия. Если абстрактный журналист разговаривает с человеком, гостем, видео, да? Разве он становится автоматически сторонником каждой его фразы? И если Анна сказала неправду, то покажите эту неправду. Если исказила какой-то документ, покажите этот документ. Если соврала про какую-то конкретную государственную структуру, свяжитесь с этой структурой и получите от нее конкретный ответ. Вот это будет настоящий разбор. А пока мы получили ярлык, карикатуру, догадки о характере, оскорбления и психический диагноз. И в конце объяснение моих собственных мотивов без единого вопроса ко мне. Но это только первый способ создания врага. Есть и второй. И он намного интереснее. Во втором ролике никто не начинает с дурочки. Здесь все выглядит значительно серьезней. Война, национальные интересы, цензура, антиизраильская пропаганда и два человека. Андрей Сметаненко и Алексей Шенкер. Не первый год я получаю сообщения, просьбы, крики израильского общества поднять тему Алекса Шенкера и Андрея Сметаненко. Для национальной пропаганды интересов государства Израиль нужно менять законы. Законы, касающиеся цензуры, должны быть организации, которые должны контролировать антинациональную площадку. Является ли это антинациональная площадка, мы сегодня с вами обсудим. Стоп! Мы еще ничего не посмотрели. Не разобрали ни одного моего утверждения. Но рамка уже задана. Национальные интересы, цензура, контроль, антинациональная площадка. То есть зрителю
уже заранее сообщают, в какой категории предстоит воспринимать этот материал. Не прав ли Сметаненко, неправильно ли Шенкер построил интервью, а не является ли это антинациональной площадкой. И потом начинается демонстрация нашего с Андреем диалога. Диалог. Алекс Шенкер и Андрей Сметаненко. Мне кажется, Израиль, он раскрывает в человеке все самые худшие его качества. Если вы заводите к себе третий мир, то вы становитесь третьим миром. Ну, просто никто другой не поедет сюда. Здесь, опять же, куча вот разных групп, да, которые друг друга ненавидят, не любят и так далее. Мы рабы. То есть мы находимся в условиях, близких к рабским. Вы заметили что-нибудь интересненькое? Нам только что объявили диалог Алекс Шенкер и Сметаненко. Но в этом тизере говорю не я. Это вообще как бы не интервью, а горячие моменты, в котором собраны самые жесткие фразы героя для привлечения внимания. Но показывается это в форме диалога. Все самые жесткие формулировки принадлежат Андрею. Это его позиция. Но при этом на экране уже стоят две фамилии – Сметаненко и Шенкер. И зритель начинает воспринимать их как единый информационный продукт. Таким образом, слова гостя постепенно превращаются в характеристику площадки и ведущего. Хотя моя личная позиция в самом интервью сформулирована открыто. Я не во всем буду соглашаться с Андреем. Я буду спорить, задавать неудобные вопросы. Потому что мне не нужен разговор в одну сторону. Когда он говорит, что он попробует быть с нейтральной стороны, то это ловушка. Контент Алекса Шенкера направлен на негативную форму нашего государства. Он показывает только жесть. Вот это уже интереснее. Я еще не успел провести интервью. Я прямо говорю, что буду спорить. Но возможность того, что это правда, заранее исключается. Это ловушка. Почему? Потому что мой канал, по мнению Романа Цыпина, негативный. Получается великолепная конструкция, при которой я уже вообще ничего не могу сделать правильно. Если я согласился с Андреем, значит я его поддерживаю. Если возразил, значит притворяюсь. А пообещал спорить, просто ловушка. То есть вывод уже существует, независимо от содержания разговора. Но самая интересная фраза: Шенкер показывает только жесть. А что я должен показывать? Только счастливую репатриацию? Только людей, у которых все получилось? Или, может быть, только государственные достижения? Почему история человека перестает быть достойной эфира только потому, что она неприятная? И еще один момент. Цыпин говорит, что я должен был пригласить второго человека с другой точкой зрения и сделать дебаты. Но я снимал интервью. Не телевизионные дебаты, а интервью. Интервью и дебаты – это разные жанры. Моя задача была раскрыть позицию Андрея и задать ему встречные вопросы. Что я, в принципе, и сделал. Есть люди, которые действительно счастливы. Значит, Израиль не ломает всех одинаково. Может, дело не только в стране, но и в человеке. Ну, кто-то кому-то помогает. Но есть такие, которые нашли свое место здесь, какую-то профессию получили, работают, им все нравится. Есть вот эти армейские разработки, стартапы. Возможно, если бы ты приехал откуда-то с другой страны, с другого уровня жизни, то тебе бы все устраивало. Но вот есть критические моменты, когда там война начинается, пытаются помочь солдатам, там, отвезти какую-то еду. Но люди вот живут, растят детей, работают, создают семьи, строят бизнесы. Значит, невозможно, возможно, сильное слово. Можно считать, что я должен был спорить еще жестче. И это весьма нормальная претензия. Но утверждать, что ведущий просто поддакивает, можно только в одном случае. Если не показать зрителю моменты, где он спорит. Когда страна воюет, когда Израиль проигрывает в информационной войне, любая форма негатива в наше государство очень хорошо используется для антинациональной пропаганды. И часть этого элемента используют антиизраильские ресурсы. Вот здесь происходит важнейший переход. Мы больше не обсуждаем, правда это или неправда. Теперь появляется другой критерий. Может ли это использовать враг? Но если какая-то проблема существует, она не перестает существовать от того, что ее может кто-то там использовать. Будь то вражеская пропаганда или кто угодно еще. Если у резервиста разрушается бизнес,
в момент, когда он служит и отдает долг родине, можно ли запретить эту историю, потому что ее может кто-то использовать против Израиля? Если ребенка травят в школе, потому что он не знает иврит, или потому что у него русскоязычное происхождение, нужно молчать? Нужно ли молчать, если человек годами ждет социального жилья, а потом узнает, что его очередь кто-то отодвинул? Если государственная система где-то ошиблась, нужно молчать, потому что идет война? Вот здесь возникает фундаментальная подмена. Вопрос, правда ли это, заменяется вопросом, а кому это выгодно, чтобы об этом говорили? А ведь это совсем разные вопросы, не так ли? Когда мы заходим на канал Аль-Джазира, мы 100% видим одну форму негативизма в сторону Израиля. Мы это называем антисемитизм. Борьбу против еврейского народа, борьбу против государства Израиль. Я вам рассказал до этого про Аль-Джазира, но никоим образом я в этом смысле не говорю про Андрея Сметаненко. Здесь мы наблюдаем очень интересный риторический прием. Сначала зрителю подробно рассказывают: Аль-Джазира, антисемиты, борьба против Израиля, вражеская пропаганда. А потом я, конечно, Андрея с Аль-Джазиры не сравниваю. И формально, да, не сравнил. Но эмоционально у зрителя ассоциации уже созданы. То есть, если я сейчас 20 секунд времени буду рассказывать вам про преступников, про мошенников, про воров, а потом скажу: ну, я сейчас, конечно, не говорю о каком-то конкретном человеке. Вы же все равно прекрасно поймете, зачем эти слова стояли рядом. Кстати, еще небольшая такая деталь. Весь выпуск Цыпин почему-то называет меня не Шенкером, как правильно, а Шинкером. В одном месте он даже отдельно остановился на произношении фамилии. Я не знаю, это обычная ошибка или сделано специально. Поэтому приписывать автору какой-то определенный умысел я бы не стал. Просто хочу зафиксировать: моя фамилия Шенкер. И если человек посвящает себе целую передачу, на мой взгляд, фамилию героя можно хотя бы попытаться прочитать правильно. Алекс Шенкер. Алекс Шинкер. Алекса Шинкера. Алекс Шинкер. Алекс Шинкер. И еще одна деталь, которую я хочу отдельно отметить. На наш израильский слух слово «шинкер» очень похоже на идышское «штинкер», что означает «доносчик», «стукач», «предатель». Я не утверждаю, что Цыпин делал это намеренно. Возможно, он просто неправильно прочитал мою фамилию. Но в ролике, где меня одновременно связывают с антиизраильской пропагандой и обсуждают мою национальную лояльность, такая фонетическая ассоциация звучит, мягко говоря, двусмысленно. Поэтому давайте просто зафиксируем: моя фамилия Шенкер, а имя Алексей. Являются ли эти люди, которые гадят государству Израиль? Конечно. Алекс Шинкер и Андрей Сметаненко – ничто в плане антиизраильской пропаганды. Вот, наконец-то приговор вынесен. То есть мы уже не спрашиваем, верно ли конкретное интервью, не разбираем мои слова, не доказываем, что я соврал, вообще ничего не доказываем. Теперь я просто человек, который гадит государству Израиль. И нахожусь где-то на шкале антиизраильской пропаганды. Правда, недостаточно эффективной, но все-таки пропаганды. И вот здесь я хочу снова вернуться к названию этого выпуска. Где доказательства? Какой конкретно факт из моего интервью доказывает, что я веду антиизраильскую пропаганду? То, что Андрей говорит жесткие вещи про Израиль, так это Андрей, это его мнение. Вы можете с ним поспорить, но при чем тут я? То есть сам факт того, что я даю человеку высказаться, подробно рассказать свою позицию, совсем не означает, что я автоматически разделяю каждое его утверждение. Иначе любое интервью пришлось бы воспринимать как согласие ведущего со всем, что говорит его гость. Но интервью так не работает. Моя задача — раскрыть историю человека, задать нужные вопросы и дать зрителю самому сделать вывод. Я предлагаю многим, которые не любят это государство, не хотят быть евреями, хотят креститься, ходить в церковь, сохранять свои славянские традиции, послушать этих ребят
и отказаться от репатриации в Израиль. Эти люди спасают нашу страну, они спасают эту страну от славянской экспансии, которая массово приезжает с претензиями, что евреи им что-то должны. Теперь разговор вообще перестает быть обо мне. Появляется какая-то славянская экспансия. Люди, сохраняющие славянские традиции. Люди, которые якобы не хотят быть евреями. И вдруг мои негативные выпуски становятся вообще полезными, потому что они отпугивают этих людей от Израиля. То есть критический контент теперь не просто плохой. Он становится своеобразным фильтром. Не нравится то, что увидел? Не приезжай. Но право человека на репатриацию определяется законом. И совсем не тем, насколько оптимистично человек относится к израильской действительности. И уж точно не блогер решает, насколько человеку разрешено сохранять русскую, украинскую и любую другую культуру. Должен появиться национальный еврейский костяк еврейских националистов, которые должны привлекать к этому адвокатов, подавать на подобных людей в суд за оскорбление государства Израиля и за антинациональную пропаганду. Здесь мы видим уже интересный финал о свободе слова. Вначале нам говорят, Израиль – это демократическая страна. Люди в Израиле имеют право на собственное мнение. А потом законы, цензура, контроль, суды за антинациональную пропаганду. И все это после разбора, в котором мне так и не показали конкретного факта, который доказывает мою антинациональную деятельность. Я, кстати, полностью поддерживаю право Романа Цыпина снять обо мне и о моих героях хоть 10 выпусков. Это и есть свобода слова. Но тогда ровно такое же право есть и у меня задавать неудобные вопросы Израилю. У Анны рассказывать о своем опыте. У Андрея говорить вещи, с которыми большинство зрителей будут не согласны. А у вас решить, кто из нас слышится убедительней. Потому что настоящий еврей и человек, желающий жить со своим еврейским народом, не будет слушать и ходить на подобные ресурсы. Когда стакан наполовину пустой, настоящий еврей говорит, что стакан наполовину полный. Он едет жить со своим еврейским народом. Не с украинцами, русскими, а со своим еврейским народом. Вот здесь схема завершается. Сначала мы обсуждали журналистский контент, потом антиизраильскую пропаганду, потом славянскую экспансию, а теперь появляется критерий настоящего еврея. Настоящий еврей, оказывается, должен смотреть на наполовину полный стакан. А если он смотрит на пустую половину, возникает вопрос, а тот ли он вообще еврей? И с теми ли людьми хочет жить? И это уже не просто проверка фактов. Это проверка идентичности. Не правда ли то, что сказал Шенкер? А почему ты вообще его смотришь, если ты настоящий еврей или настоящий патриот? И именно таким образом спор заканчивается. Потому что человеку больше не нужно отвечать на ваши аргументы. Достаточно просто поставить под сомнение вашу принадлежность к правильной группе. Здесь я хочу объяснить одну важную вещь лично от себя. Для меня патриотизм – это не обязанность рассказывать, что в стране все прекрасно. Патриотизм – это любить страну настолько, чтобы тебе было не все равно, что с ней происходит. Я защищал эту страну, я служил в армии, я создаю здесь бизнес, я работаю, исправно плачу налоги. Причем суммы, которые я отдаю государству, платят далеко не многие. Я не наблюдаю за Израилем со стороны, я участвую в жизни этой страны. И именно поэтому считаю, что имею не только право, но и обязанность говорить о том, что здесь не работает. Если резервист возвращается домой после долгой службы в армии и обнаруживает, что попал в долги и его бизнес сгорел, об этом нужно говорить. Если репатриант сталкивается с бюрократией, об этом, да, нужно говорить. Если русскоязычных детей травят в школе из-за незнания иврита, об этом точно нужно говорить. Если государственная система работает плохо, ее нужно критиковать. Не потому, что я ненавижу Израиль, а потому,
что мне совсем не все равно, каким Израиль будет завтра. Для меня опасен не человек, который показывает трещину в стене. Опаснее человек, который эту трещину закрашивает и требует от остальных делать вид, что стена целая. Вот здесь и проходит разница между патриотизмом и тем, что я называю псевдопатриотизмом. Патриотизм говорит: у нас есть проблема, давайте ее исправим. А псевдопатриотизм отвечает: проблем никаких нет, все проблемы в твоей голове. Не смог адаптироваться, сам виноват. Закрылся бизнес, плохой предприниматель. Сталкиваешься с бюрократией, неправильно себя ведешь. Рассказываешь об этом, неблагодарный. Показал такого человека на YouTube, ты враг Израиля. Это очень удобная система, потому что при ней государство никогда не ошибается. Ошибаются только люди. Я не требую, чтобы вы соглашались с моими героями. Я и сам не согласен с некоторыми их утверждениями. И прекрасно понимаю, почему часть зрителей реагирует на них резко. Но если вы называете свое видео разбором, давайте разбираться. Факты, документы, полный контекст. Мои слова отдельно, слова гостя отдельно. Если я соврал, покажите где. Если исказил, исправьте. Если мой герой сказал неправду, докажите. Но недопсихолог, дурочка и такие не нужны Израилю. Это не проверка фактов, это другое. Это технология, при которой сначала человеку объясняют, кого нужно ненавидеть, а потом уже рассказывают почему. Сначала ярлык, потом карикатура, потом приписанный мотив и все остальное. И в конце концов уже совсем не важно, что человек на самом деле сказал, потому что зритель знает главное. Перед ним враг. И именно поэтому мой первый выпуск авторского разбора называется так. Но думаю, это далеко не последняя история в формате «как создают». Потому что иногда врага создают публично, а иногда неудобную историю просто стараются не показывать вовсе. И вот это, возможно, уже тема для следующего выпуска. А пока я предлагаю каждому сделать выводы самостоятельно. Не спрашивать, нравится ли мне этот человек или нет, а задать действительно более важный вопрос. То, что мне сейчас рассказали о нем, действительно доказано? Это был Алексей Шенкер. Израиль без иллюзий. Это Израиль, детка. О, ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. О, ага, тут жизнь не конфетка.